Здравствуйте, с вами неуспешный счастливый человек, меня зовут Андрей. Сегодня хотел бы с вами порассуждать по поводу жизни молекулы. Как мы оправдываем свою жизнь? Не могу сказать, что у меня это получилось, но очень многие люди живут и воспринимают своих детей как цель своей жизни. То есть поэтому я и называю, что жизнь молекулы. Большинство нашего общества основывается на идее, что надо продолжать свой род, взращивать детей, и вот мы посылаем свой генетический код дальше в будущее. И это достаточно нормальное явление, да, с точки зрения этой планеты. Это в нас заложено, это нормально. Но что происходит, если забрать эту цель у человека, если он теряет вот это желание иметь детей, продолжать свою жизнь в формате генетического кода? Что происходит с человеком? И можно пофантазировать также ситуацию худших событий или еще. Бывает всякая разница, разная, да. Бывает, дети быстро вырастают, бывает, они уходят в другой мир, да. Все возможно. И человек, который на этом построил свою жизнь, и, допустим, когда в 18 лет у человека уже появляется ребенок, вот он выращивает его, да, и через 36 лет, в 36 лет, да, у человека уже взрослый ребенок, 18-летний, и он может отправляться в свой путь. И вот ты находишься в 36 лет, когда ты всю свою жизнь построил на том, что твоя цель, да, это вырастить ребенка. И вот ты остаешься, у тебя там 36-40 лет, и ты не понимаешь, что делать, ты потерян. Ты реально начинаешь теряться, потому что твой смысл жизни потерян. Что делать? Как жить дальше? И люди начинают входить во всякие кризисы, да, вот кризис среднего возраста, когда ты реально не понимаешь, зачем ты живешь. И у тебя начинаются психологические проблемы. А что делать, если у тебя сразу нету вот этой вот... То есть тебе, не знаю, ты начинаешь взрослеть, и у тебя нет этой цели, желания иметь детей. Ты почему-то, по каким-то причинам, неизведанным, опять же, это природно или что, как так получается, у тебя нет этого желания, либо ты к нему по-другому подходишь. Допустим, опять же, в моем случае получилось, что меня вырастили очень ответственным человеком. Может быть, сейчас вы смотрите на меня и на весь мой канал думаете, вот разгильдяй-то. Но это сейчас. Сейчас, может быть, да, в каких-то моментах и то. Для кого-то, кто вот знает, как я живу, человек не сможет сказать, что я разгильдяй. Да, я живу по-другому. И жизнь моя сейчас совсем организована в другой манере. Но чтобы я разгильдяй был, нет. И поэтому... Опять же, это на ваше усмотрение. Как хотите, верьте во что хотите. Суть в том, что я жил и настолько был ответственно, настолько основательно подходил к этому вопросу, что если я хочу продолжать род, во-первых, чем я первым задался, окей, вот у меня ребенок. А что я ему могу дать? И так как у меня... отношения с материей очень плохие, я не понимал, то есть зачем человеку, зачем ребенку давать машины, квартиры. Для меня это непонятно, потому что я сам не понимаю, зачем оно мне нужно. И что я могу дать ребенку, я задавался вопросом самому себе. А основной мой вопрос был о том, как стать счастливым человеком, как жить, кайфовать, наслаждаться, радоваться. И я смотрел на себя и не понял, так я не смогу ничему научить ребенка, не смогу реально ему ничего дать. Даже если у меня появится, я же не знаю, как жить. Я на тот момент вообще не разбирался. Сейчас я понимаю, как жить и что для меня важно. И даже в этой структуре жизни найти компаньона, да, партнершу, которая примет тот стиль жизни, в который меня устраивает, и создать вот в этом отстранение от всего общества, да, от общих каких-то стереотипов, создания, да, не по-русски, простите меня, спотыкаюсь иногда. Это очень сложно. И я принимаю последствия всего происходящего. И суть в том, что забираем вот этот объект, да, эту цель человека, иметь детей, вся жизнь начинает наша очень сильно шататься. Прям очень сильно шататься, основы ее рушатся. И задаваясь вопросом, зачем ты живешь, ты будешь перебирать различные варианты
И очень маленькая вероятность существует, что ты среди этих вариантов найдешь оправдание своей жизни. А если ты не находишь оправдания своей жизни, все твое я начинает разрушаться, потому что это невозможно жить. Это очень сильный пресс. То есть ты абсолютно не понимаешь, зачем ты, почему ты, у тебя забрали основную цель. Так, не знаю, произошло со мной или что. То есть вот на сегодняшний день, так, чтобы я прям сильно хотел продолжить свой род, ну, если вот честно отвечать, я не уверен, вот прям такого желания, что я хочу детей, у меня нету. Я к этому спокойно отношусь. Если Вселенная скажет, что время там пришло, да, то вперед. Но тут еще небольшой аспект, который на меня повлиял, и он раздваивается на две линии. На две достаточно суровых линий. Сейчас об этом расскажу. Без контекста, конечно, не обойтись. Как мой путь разделился на два варианта. Давайте чуть вернемся назад, да, когда я был молодым. И скажем так, в 21 год только я лишился девственности, потому что до 21 года я был не при шее кобыли хвост. Я не понимал вообще, куда я, что. Да, меня влекло к женщинам, но я был нерешительный, был непонятной внешности. Короче, было очень много факторов, которые влияли на мою девственность, вернее, на лишение меня моей девственности. И в 21 год так произошло, что я более или менее начал понимать, что со мной происходит, как с этим жить, адаптироваться как-то. И когда первый раз это произошло, гормоны поступили в кровь, весь организм сорвался с катушек, и я начал вести достаточно активную половую жизнь, скажем так, видимо, опять же, под давлением некого общества компенсировать, может быть, либо я дорвался, что этот плод он был запретен, и я понял, как я могу соблазнять женщин, что для этого мне нужно, и все, и начал достаточно активную половую жизнь. Было приличное количество партнерш, и суть в том, что есть у меня одна особенность, с которой я так и не смог разобраться, а она вот такая, то есть заниматься любовью с контрацепцией, да, конкретно с презервативом, у меня не получалось, я не чувствую ничего, для меня это вообще как бы такая ерунда получается, что я не понимаю, я не получаю удовольствия от процесса, я ничего не чувствую, у меня все ослабляется, эрекция падает, и все превращается в какой-то сумбур. И я, вот это, то есть ощущение, и ты и так в своей жизни еле-еле разобрался с тем, кто ты. И тут у тебя начинается активная половая жизнь, и тут ты тоже встречаешься с проблемами, что хлоп, и все, и ничего не получается с презиком. Вообще ничего не получается. Очень, либо получается, но очень сложно. Я не знаю. То есть я так и не преодолел это. Презервативы это вообще не мое. И это большой нюанс. И все мои отношения сексуальные были без этой контрацепции. И я не особо и запарился по этому поводу как-то, потому что ответственность, типа, кончаешь, вынимай. Все просто. Понятно, что это хреновый тип контрацепции, но в моменте, опять же, анализа своего тела и получения максимального удовольствия от происходящих событий, в какой-то момент жизни, немного тоже истории, я понял, что кончать это стрём, это неинтересно. А вот отодвигать оргазм, это прикольно. Это отдельная тема, об этом сейчас не будем. И суть, вот немножко контекста, что все мои отношения были без контрацепции. И по сей день у меня нет детей. Соответственно, можно это воспринимать как либо я очень ответственно подходил к вопросу, либо, что тоже немаловероятно, но об этом я узнал достаточно поздно. Я не помню во сколько, в 23 или в 24 года. Где-то там это было, я могу сейчас сомневаться. Я переболел второй раз ветрянкой. И переболел очень сильно. То есть крайняя там температура у меня была
Кто может поверить, то нет, 41,8. То есть я понимал все. Но это такое состояние, не знаю. Я думаю, очень мало людей были в этом состоянии. Но в этом состоянии ты уже не можешь ходить. И я очнулся вот в таком состоянии. И полез пополз в ванну, чтобы охлаждаться. Потому что ты не в адеквате. Ты абсолютно не в адеквате. И ладно, мне мозг позволил, что надо охлаждаться в такую температуру. Ну все, то есть там не скорую можно было бы вызвать, но я медикам уже с тех пор не доверял. И, возможно, где-то я потом услышал или прочитал, что ветрянка, когда ты болеешь во второй раз во взрослом возрасте, может повлиять на редуктивную способность. Поэтому я узнал это, не знаю, может быть, лет 6 назад, не так давно на самом деле. И два пути. Либо я очень ответственный, да, и все четко делал. Либо у меня нет этой возможности иметь детей. И так получилось, что оно все наслоилось на друг друга. И у меня, получается, нет этого вот влечения иметь детей, да, как-то реализовать себя с помощью детей, если говорить прямым контекстом. В своей жизни я нашел выход, как с этим быть и как с этим жить. Кому-то интересно, и если в действительности это интересно, можете там написать комментарии, спросить, и, возможно, я на эту тему сниму видео, как живу я в этом неком лишении, да, либо самоугнетении, не знаю, как правильно, это зависит, опять же, взглядов. Я спрашиваю у вас, у людей, которые хотят иметь детей, либо уже имеют детей, а что будет, если у вас это заберут? Потому что жизнь, она штука такая, и прекрасная, и ужасная все в одно время. Надо понимать, что дети, да, там вырастают, и я видел достаточно примеров, допустим, взять меня, да, мою семью. И я видел, как разрушила отца мой уезд из семьи, да, мое отделение от семьи. И что начало с ним происходить, когда человек теряет это понимание, ну, то есть возможность, вернее, заботиться о ребенке, да, и реализоваться с помощью этого, давать себе стимул для жизни. И это не только произошло с моей семьей, я видел окружение, которое живет примерно так же, когда человек начинает угасать, то есть он теряет контроль, да, он теряет влияние на жизнь своего ребенка, и его жизнь просто начинает угасать. И он не цепляется всякими различными образами, способами, но не получается, так как это непросто, очень непросто. А также большой вопрос всегда у меня возникал, когда я смотрел на этих людей, которые живут по стилю «мы выращиваем молекулу». Может быть грубо, но физически это так. И я не видел в них счастья. Ну, не видел. Вообще не видел. Ну, реально. Ты смотришь на уклад их семьи, они что-то ругаются, ссорятся. А еще и бывают люди, которые бьют своих детей. Понятно, физическое воздействие иногда нужно, но бывают такие случаи, когда ты не можешь изменить ребенка, он родился таким, каким он родился, с такими плюсами, с такими минусами. Это было, допустим, очень сильно распространено во времена СССР, да, когда человек рождался левшой, его переучили правшой. Вы что вы делаете? Вы ломаете просто мозг человеку. И таких влияний на детей было большое количество. Поэтому для меня это вообще выглядит очень странно. Ты даешь себе, вот, ты рождаешь ребенка, создаешь ребенка, ты даешь себе цель жизни, но при этом ты взращиваешь, давая себе цель, разрушать жизнь этого маленького существа. Опять же, может быть, я гиперболизирую и сильно преувеличиваю, но для меня все происходящее выглядит очень странно. Мы просто боремся, мы как стая волков, всегда дерущиеся за еду, и никогда не способны, еле-еле мы что-то учимся отдыхать и как-то вывозить, наслаждаться этой жизнью, но это такие очень маленькие периоды. Может быть, это нормально, К вопросу, мне этого было недостаточно как стимула хотеть иметь ребенка, так как образцы вокруг тебя очень сомнительные, прям очень сомнительные. Либо тогда у тебя должно быть вот это инстинктивное желание, прям ты его не контролируешь, хочу плодиться и размножаться, и будь что будет.
я не смог ничего с этим делать, то есть у меня этого вот желание прям иметь детей, иметь свой дом, его не было, не знаю почему. И также я вот сейчас живу, многие там живут в парадигме, что надо иметь свой дом, семью, вот это вот, свою жилплощадь. Где я упал и головой ударился, что у меня нет этих желаний? Не было. У меня был свой дом. Да вот так, чтобы прям вот я ощущал, что да, мой дом. Да не давало мне этого. И по сей день я не вижу смысла в этом. Я опять же всю эту затею сделал с домом, да, чтобы, ну, вот стать нормальным, стать нормальным. Все живут, вот у всех есть дома, всем дается, и все вот как-то разруливается. Ну, был у меня свой дом. Вообще никакого желания и наполнения он меня не вызывал ни разу. Есть, нету. И именно поэтому я рассуждаю с вами на эти темы, так как если вы находитесь в том же состоянии, что когда-то оказался я, да, или некоторым людям кажется, что я рассказываю про свою текущую жизнь, но я рассказываю про опыт, который я пережил и научился с этим жить, радоваться, кайфовать и наслаждаться. И вся эта история для людей, которые могут оказаться в этой ситуации, либо у них подозрения есть, что они также ощущают мир, но при этом воздействие общества на них очень сильно, и они перекрываются. И это тоже очень тяжело, вернее, сильно влияет на нашу личность, когда ты выполняешь требования социума, но не получаешь энергию от этих действий, да, от этого социума, не закрываешь дыры своего существования, как бы оправдание своего существования. И ты живешь с непониманием, что происходит, и в итоге ты очухиваешься там в 60 лет, и такой... Так, вот, ну, дети были, жилье у меня есть, так, и что делать? И что делать? И вроде ты еще не помер, и что делать? Смотришь по сторонам, чем бы заняться, задаешься вопросами к себе, чем реально я хочу заниматься. Вот, у меня есть свободное время, даже есть какие-то деньги, да, там, возможности, но ты не понимаешь, что тебе делать. Абсолютно ты не понимаешь, что тебе делать. Этим мы очень сильно отличаемся от животных, что нам... Некоторым из нас не хватает просто инстинктов жить и размножаться. И что делать в этом случае, это большой вопрос. И чем раньше ты признаешься себе, что ты не такой, как все, да, что тебе этого желания тебе не хватает для жизни, для вот такой жизни, как ведут все. Чем раньше ты это признаешь, неважно в каком возрасте. И чем раньше ты начнешь искать выход из этой ситуации, дать себе цель для жизни, какая она у тебя, да. Опять же, есть общие такие рекомендации там, в книгах, в видео и так далее. Но это очень плохо накладывается на нашу жизнь, потому что она индивидуальна. И мы, каждый из нас индивидуален. И поэтому нельзя об этом забывать. Так что если ты задумался, поразмышляй над эту тему, и, может быть, найдешь какие-то ответы, хотя бы положишь путь к этим ответам, потому что найти ответ, да, увидеть его и дойти к этому ответу, это очень разные вещи. Так что, в добрый путь, experience it.